Всем привет! Сегодня мы будем рисовать очень быстро и сочно вот эти самые майки. Они как нельзя лучше подходят для такой достаточно быстрой набросочной техники в акварели, где вы можете писать абсолютно чистыми цветами, просто переливая их в друг друга. Поэтому сегодня постараемся как раз-таки это сделать. И вначале нам, конечно, нужно закомпоновать их на нашем листе. Как я уже говорила, мы немножечко отмечаем, где они у нас будут, то есть их пределы в нашем листе. Мы все равно оставляем какое-то пространство, какой-то воздух для того, чтобы не выходило за рамки. В акварельных рисунках это достаточно важный момент, чтобы был какой-то воздух. Потому что акварель такая полупрозрачная, воздушная, и как раз-таки вот это пространство вокруг, оно поддерживает и улучшает это все. Это все, собственно говоря. Для того, чтобы хорошо закомпоновать, мы сначала рисуем эти овальчики, кружочки, где будут вот эти наши основные как бы цветы. То есть здесь у нас более такой раскрытый цветок, он у нас больше круг, здесь у нас такой вытянутый в бочок цветок, мы вот так вот его. Мы даже можем немножечко как бы гипертрофировать, так сказать, вот эти цветы, убрать немного вот это палочек наших и больше именно цветов, поэтому мы можем немного их крупнее сделать, чем они у нас есть. Ну, то есть, как бы, когда вы что-то рисуете, вы можете уже под себя что-то подстраивать, что-то переделывать. Если там вам не нравятся слишком большие палки, вы всегда можете их убрать и нарисовать, собственно говоря, так, как вам хочется. Собственно говоря, в этом и вся прелесть рисунка, что вы можете нарисовать и сделать все, что вы хотите, и так, как вы хотите. И вот как раз-таки листика мы можем немножко больше. Он такой очень характерный, с этими зазубринками. Вот так вот. Можем даже перекрыть все эти палочки, потому что они немножко одиноко смотрятся. Итак, теперь мы разбираем каждый цветочек. У каждого цветочка, вот у мака конкретная такая конструкция, что, видите, внутри есть 2-3 лепесточка, которые внутрь идут. Когда мак уже распустившийся, все равно у него есть серединка. У него внутри вот заключена то, что потом станет коробочкой с маком, но вначале оно просто такое черненькое, насыщенное, там вот эти все пестики, тычинки, они темные, но здесь они скрыты и здесь они скрыты, тут нам чуть-чуть показано, но все равно вот эта как бы основа коробочки у нас уже есть. И вокруг несколько лепестков, которые уже, скорее всего, там через пару дней не отвалятся, поэтому они такие очень-очень раскрытые. И вот здесь красиво такой лепесточек, который получается, он не вывернут к нам, но он повернут. В общем, красиво сейчас мы его сделаем. Поэтому по этой схеме мы будем строить все цветочки. То есть у нас есть центральные 2 лепесточка, и есть такие более раскрытые по периметру нашего цветка. Итак, начнем вот с верхнего. Я немножко вот так вот компоную вот этот листик. Вот здесь где-то будет его основа. То есть все равно мы отталкиваемся от центра. Вот здесь он у нас прикрепляется к палочке, к веточке, в общем, к тому, на чем он держится, наш цветок. И отсюда мы танцуем. Вот так он, здесь он у нас выгибается, как бы загибается такой волной красивой. И вот так. Раз листик. Здесь вот будут такие прожилочки, мы их не будем сильно прорисовывать, мы потом это все сделаем цветом. Потому что основной карандашный набросок мы сейчас на самом деле вообще уберем. Вот здесь не заворачивается, как здесь, вот здесь просто выгибается достаточно сильно. Вот так примерно. Теперь у нас второй листочек, который огибает все это дело. Мы его немножко сейчас прорисуем, но не полностью, потому что у нас нету вот этого центрального цветочка. Вот примерно у нас он будет вот так. Теперь мы вот эту центральную коробочку рисуем, она вот так вот, то есть вот ее центр, и мы вокруг этого центра и танцуем. Так, теперь второй листочек у нас там спрятался, он такой более круглый. И здесь у нас маленький кусочек либо третьего, либо второго вот этого листа. Но, скорее всего, там еще один лепесток за вот этой основной конструкцией. Так.
Немножко уберу, чтобы увидеть вообще, что мы тут натворили. Здесь еще вот так, наверное. Сейчас мы его еще уточним. Сейчас другие прорисуем. Постепенно уточним. Итак, теперь у нас нужно найти, скорее всего, серединка где-то вот здесь, вот у этого цветочка. То есть вот эти темненькое, это и есть его сердцевинка. И мы будем вокруг этой сердцевинки, собственно говоря, и танцевать. Теперь нам нужно... Вот здесь мы начнем с центральных лепесточков. Они так очень-очень характерно это делают. Ходят туда вверх и кучерявятся. Вот так. Теперь у нас второй лепесточек, который защищает эту всю коробочку. Вот так он у нас огибает все это дело. Вот тело второго как бы лепесточка, который к нам больше вывернут, он тоже где-то вот так он у нас расположен. А здесь чуть больше, как бы он такой пузатый, вот этот лепесточек. Здесь чуть меньше, здесь чуть больше. Ну, примерно вот так. И теперь вот этот как раз-таки лепесточек к нам подвернут немножко. То есть вот эти лепесточки, они открыты к нам, а этот с такой с тыльной стороны как бы к нам повернут. И он тоже такой вот волнистенький, красивый и переходящий в вывернутый, так сказать, вариант, который вот у нас как раз-таки перекрывает нашу внутреннюю коробочку. Так. Здесь волны, волны, волны. И вот здесь вот у нас заворачивается. Но у него уже есть тело. Вот так. Здесь волна, волна, волна. И он где-то вот здесь, скорее всего, ну, не особо понятно по референсу, но, скорее всего, он где-то вот здесь и заканчивается. Потому что здесь у нас начинается другой лепесток, который то ли это один большой, то ли это все-таки, наверное, это все-таки один большой, потому что вот здесь он начинается, здесь у него уголочек, дальше он тоже пошел волнами, волны, 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 здесь более гладенько, здесь последняя волна и все. Так, вот так вот он у нас огибает. Немножко здесь нужно добавить тело, он немного у нас такой смещенный. Вот, и где-то вот отсюда у нас выходит эта самая палочка, которую он и держится. Она у нас уходит где-то сюда. Ага, у нас вот эта палочка, она как раз таки вот сюда уходит, они так перекрещиваются и уходят сюда. Здесь у нас неверное было направление. Так, вот примерно так. Нам остался один бутончик. Я же сказала, что все будет очень быстро. И, в принципе, мы будем рисовать по технике, когда мы будем все заливать одним цветом, а потом будем делать деталировку, но это будет очень быстро. А так в свое время в Золотом веке, кстати, рисовали русские художники. Ну, конечно, в масле они делали лессировку, но, в принципе, и в акварельных набросках они тоже придерживались такой же техники. Итак, вот я основной вот этот не бутончик, а лепесточек, в общем, рисую. Потому что у нас основание, опять-таки, у нас видно это прям, вот видите, здесь такая есть место прикрепления палочки к цветку. То есть он все-таки там прикрепляется достаточно надежно. И мы видим это место. И вот из этого места мы уже как бы распространяем наши вот не знаю, на самом деле, здесь либо еще один лепесток, либо это один и тот же лепесток, просто он выворачивается. Скорее всего, это один и тот же лепесток, просто он вывернулся. Ну, будем делать так примерно. Он здесь немножко такой вот крученый, он, получается, завернулся туда и немножко вывернулся к нам. Ну, все возможно, все возможно. Вот здесь у нас тоже второй лепесточек. А, это, скорее всего, вот этот лепесточек, который вот здесь вообще выходит. И вот здесь у нас такой неожиданный бабаунс. Еще один
лепесток, который прям какой-то такой вообще отдельный. Но он имеет место быть. Он у нас здесь выходит. И вот тут, скорее всего, вот этот, это он и есть. И он у нас тоже такими ступеньками, волнистыми. И есть. Так. Теперь у нас есть еще вот такая вот коробочка. Я так понимаю, что это будущий цветок или это уже сформировавшаяся коробочка. Потому что я видела эти коробочки только уже в сухом виде. Они сильно отличаются от того, что здесь изображено, поэтому не могу вам сказать, это бутон или это уже готовая коробочка. Так, немного прорисуем наш листик. Ну, детализируем немного. Видите, он такой очень характерный, шипастый листик. Не просто гладкий, а прям такой шипастенький товарищ, что как раз-таки подчеркивает его индивидуальность. Мы должны ее перенести, чтобы было похоже. Теперь я немного убираю карандаш. Слегонца. Чтобы у нас контуры остались, но вот этих лишних не было деталей, потому что оно будет просвечиваться. Это не всегда хорошо. В каких-то моментах можно оставить, но здесь мы все-таки хотим достаточно ярко, сочно писать и не сильно усложнять нашу живопись. Лучше убрать так максимальненько. Максимальненько я убрала. Итак, теперь приступаем к живописи. Мы берем красненький, водичку и начинаем самое интересное. Вот так. Итак, как я вам уже говорила, мы будем сначала заливать все одним цветом, потом чуть-чуть переработаем тенюшки и на этом закончим. То есть все должно быть максимально так сочно, ярко. Всего 3 оттенка вот красного мы будем использовать и всего 3 оттенка, даже 2, наверное, оттенка зеленого. Не будем сильно усложнять. Так, я кисточку взяла. Я опять беру свою универсальную просто синтетику 10, из-за того, что у нее тонкий кончик. Я все ей могу делать. Случайно купила и теперь не могу с ней расстаться. Так, сейчас мы это все зальем, потом высохнет, делаем перерывчик и приступим дальше, проработаем и разойдемся счастливые с очень красивыми рисунками. Итак, я набираю чисто красного, но за счет того, что у нас там есть светлые моменты, такие желтоватые, то я все-таки делаю такой оранжево-красный вариант. Учитывая то, что мы будем писать только 3 оттенками, что-то я зря это сделала. Нам все-таки нужен откровенно желтый, поэтому мне нужно взять другую палитру. Мой несчастненький желтый есть только в другой палитре. Потому что, видите, здесь немного белильный такой цвет. Я не хочу, чтобы он был такой белильный. Надо все-таки, чтобы он был более такой открытый. Потому что когда появляются белильные цвета, вот белила добавляются, немножко хотя бы, вот видите, как оттенки отличаются. Во-первых, этот холодит, и он такой, да, вот белесый появляется, и он более кроющий получается. А мне все-таки хочется больше прозрачности, потому что иногда нужно, да, что-то такое более белесое, но не всегда. В общем, это все хочется. Итак, вот я намешала такой вот оранжевато-красный. И теперь я просто беру и заливаю все цветки. Вот просто как они есть, я все их заливаю. Все наши бутоны я заливаю. Перед тем, как это все подсохнет, я, наверное, еще возьму все-таки желтенького, прямо чисто желтенького на кисточку. И прям пока оно сыренькое,
можно ввести чуть-чуть желтого. Прям чистого. Вот сюда в серединку можно. И вот тут. Все. Дальше. Следующий цветок. И опять желтого я немножечко ввожу. Вот здесь у нас прям так откровенно много желтого. Здесь. И, в принципе, чуть-чуть вот здесь, и все. Этот цветок более темный. И последний бутон. Так, вот здесь как раз-таки много желтого, поэтому я прям хорошенько его набираю и ввожу так хорошо. Прям ввожу по, вот видите, вот этот лепесток, он прям такой оранжеватый. В принципе, вот этот конкретный цветочек, он более такой желтый. Поэтому я немножечко ввожу желтого. С этим мы закончили. Теперь нам нужен зеленый, светло-зеленый. У меня уже есть готовый. Правда, я немножко вот желтенького все-таки вмешаю. Такой тепленький, светленький, зеленый, такой основной. Потом мы еще немножко темным пройдемся, и как бы на этом наша задача будет выполнена. Поэтому чуть-чуть беру зеленого, теплого. И заполняю все моменты, которые у нас зеленые. Не забываем, кстати, вот про эту штучку. Единственное, что аккуратно, чтобы не перелилось цвет в цвет, потому что все-таки синий и красный, они... Ой, не синий, красный, зеленый и красный, они противоположные цвета, и их смешение очень часто дает грязь. То есть, когда цвета близкие друг к другу, там, например, вот фиолетовый синий, фиолетовый красный, когда они смешиваются друг с другом, они дают интересные оттенки. А когда что-то противоположное, то всегда появляется грязь, к сожалению. Можно, конечно, это все смешать, но очень осторожно и как бы подбираясь к этому цвету очень аккуратно. Поэтому, в принципе, их не стоит сильно часто смешивать. Особенно вот если оно будет затекать друг друга, скорее всего, будет грязище. Так, все, я сделала первую лессировку цветом, проложила везде цвет. Следующий у нас будет откровенно красный, потом немножко бордового, такого темно-фиолетового. И мы на этом закончим. Все, давайте сушимся и встретимся через паузу. Итак, моя работа, в принципе, подсохла. Надеюсь, ваша тоже. Поэтому продолжаем писать наши маки. И здесь мы уже берем как раз-таки откровенный красный. У меня это алый. Вы можете взять кадмий красный. Неважно, что это будет. Главное, чтобы это было ярко, сочно и насыщенно. И начинаем прописывать красные моменты. То есть, вот, например, вот здесь у нас там больше темного, поэтому мы, в принципе, сейчас пока что это не трогаем, чуть-чуть совсем. Вот здесь у нас большой кусок красного, оставляем желтые моменты. То есть мы уже начинаем детализировать, но частично. Ну, как бы мы вписываем красные яркие моменты. И, в принципе, за счет того, что у нас тут много вот прожилок таких, то мы можем не размывать даже края. Вот здесь только мы красивенько так можем размыть, потому что, ну, это видно по референсу, что здесь плавный переход, но в большинстве случаев мы будем прописывать форму нашего цветка. То есть вот здесь вот он у нас такими пиками выходит, вот здесь мы можем его не размывать. Он уходит вот сюда у нас. И такой неровный край. Здесь он тоже заходит. И вот тут чуть-чуть такими полосочками. Вот здесь у нас будет потом еще темный элемент. Как бы прописываем все участки, которые нам кажется, что там вот откровенно красный. Например, здесь. Еще по контуру, кстати, очень красивый. Здесь красный такой прям откровенно красный. Мы можем его прописать. Сюда у нас уходит тоже.
Вот этот у нас практически весь вообще алого такого цвета лепесток. Только вот там, где он у нас заворачивается, он перестает быть таким алым. Не забываем про это. Так. Здесь такими пятнышками за счет того, что лепесток имеет не четкую форму, а такую все-таки волнистую. Поэтому здесь у нас пятнышками. Примерно так. Можем немножко... Здесь, мне кажется, не хватает немножко насыщенности. Я могу еще вторым слоем, пока даже по мокрому, наложить. Положить еще цвета. Что все равно вам кажется, что вы набрали очень ярко, очень прям сочно, а потом акварель высыхает, и как бы вся сочность пропадает. Такое на самом деле часто бывает, что акварель, она светлеет. Не забывайте об этом, поэтому если вам кажется, что вы переборщили, дайте высохнуть. Если... Это не обязательно так это будет, потому что, возможно, высохнет, и как бы оно посветлеет, и все будет окей. Так, вот здесь можно размыть. То есть я вижу здесь, что оно расходится красиво. Теперь можем приступать к следующему. Вот я хочу вот этот красивущий переход сделать. То есть вот тут оно идет вот так, так, а дальше оно уходит уже в ЗТМ. Так. Водичку, чуть-чуть красочки, совсем чуть-чуть, чтобы не чистой водой мыть. Вот здесь тоже она размывается. Здесь немножко более насыщенный хочу. Прям цвет вот туда внутрь напихать. Здесь прям прожилки такие красивые у нас. Так. Здесь отделяется один лепесток от другого. Тоже прожилками, но он как будто вот отдельно от всего. Ой, я влезла в цветок. Здесь тоже по контуру чуть-чуть есть. Какой-то такой маленькая кровеносная система лепесточка. Она у нас есть. И теперь вот здесь тоже тут вот такие тонкие моменты по контуру. Вот здесь еще. Так, и вот здесь нам надо еще тоже добавить. Ну, там, скорее всего, будет вообще темное, но потом еще добавим. Так, а теперь последний наш цветочек. Мне надо быть аккуратно, чтобы я не залезла в него. Так, у нас вот внутри такой насыщенный, темный, какой-то такой полупрозрачный. Видите, как прожилки идут у него. Активно так идут. Такой прям полосатенький у нас. Вот этот лепесток, он практически вообще красный. Я хочу еще немножко цвета взять. Прям совсем такой алый, красивый. Но я не подступаюсь к контуру, чтобы не переливалось друг другом. Так, дальше вот этот лепесток у нас практически полностью оранжевый, чуть-чуть, только вот тоже у него жило немножко. И контур у них у всех практически есть, который вот переходит в эти жилки. Красиво так. И здесь тоже. Вот здесь я хочу размыть. Здесь я хочу подмыть все-таки, чтобы этот был переход. И вот здесь у нас тоже такой переходный красный, то есть не откровенно красный, но все-таки переходящий. Теперь к последнему лепесточку. Вот здесь можно подчеркнуть то, что вот он перегнулся туда, как раз таки цветом. И вот здесь то, что он такой вывернутый, можно подчеркнуть цветом и направлением. Как бы. Здесь будет темный еще участок у нас. Вот здесь. Подступаемся. Так. В принципе, пока что это все. Хочу немножко еще вот в этот, видите, вот он сохнет. И мне хочется еще добавить. Вот хочется
еще насыщеннее сделать. И можно, он пока еще влажноватый, вы можете прям брать чистый-чистый цвет, как я сейчас, и прям туда вкраплять. В некоторых моментах прям хочется откровенного цвета. Прям такого сочного, вкусного. Так. Здесь у нас уже и так много цвета. Можно его пока не вкраплять. И вот здесь я бы еще вот тут, да, добавила. Так, еще вот здесь. Ну, то есть где вам не хватает, можно всегда добавлять. Тем более, пока все сырое, оно будет спокойно растекаться, как бы смешиваться уже природным, так сказать, способом. Поэтому можно спокойно этим заниматься. Пока все у нас сохнет, мы еще проработаем вот как раз-таки зелень. С зеленью все достаточно просто. Мы берем понасыщеннее зелененький. Сильно холодный не надо брать, я вот тот, который у меня есть, я немножко просто темно-зеленого вмешиваю. Такой прям насыщенный зеленый. И прохожусь по местам, где, скорее всего, вот и не должно быть. В смысле, где тут свет, тень. Слишком много воды получилось, ну ладно. Так, каждая палочка имеет свой объем. Какая бы она тонкая ни была, все равно объем есть. Вот здесь еще тень от цветка идет. Ну, немножечко так вот их пропишу. Здесь основание темное, потому что опять-таки тень от цветка. И немножко по нашему листику пройдемся. Ой, как было красиво, я размазала. Еще нужно убрать салфеточкой. Правда, сейчас немножко насыщенность уйдет, но ничего страшного. Такое случается. Просто берете воду, моете и влажной салфеткой, точнее не влажной, а сухой салфеткой все это вытираете. Так, вернемся к нашему не цветочку, а лепесточку. Листочку. Вообще листочку, не лепесточку. Примерно, в общем, прописываем. У него тут есть серединка, от этой серединки что-то тут отходит. Зубчики можно подчеркнуть. И, в принципе, все. Я бы вообще, на самом деле, вот это все убрала. Слишком большая тут лужа. Мне не нравится. Слишком большая лужа. Так, можно тогда подмыть вот это место. Если бумага, кстати, хорошая, то вообще можно в ноль вымыть. Некоторая бумага позволяет. Не вся, но бывает. Это только опытным путем можно узнать, хорошо ли моется ваша бумага. Вот моя неплохо моется, но катышки образуются, потому что она недостаточно, видимо, плотная. Так, все, я пока это оставлю. Потом доработаем. Хочу еще немножко вот здесь подчеркнуть, вот здесь. Немного. Вот так. Все, нам остался третий компонент в наших цветах, и мы его допишем через паузу, чтобы у нас это все высохло. Нам нужно все-таки подождать, чтобы вот эти красивые наши красные элементы, они остались, не перелились никуда, поэтому хорошо сушим работу, делаем перерыв, либо фенчиком это все просушиваем. Но учтите, если вы будете феном сушить, если ваша бумага недостаточно плотная, она может сильно покорежить ее, в общем, может очень сильно, поэтому как бы учитывайте это. Я за естественное высыхание, в принципе. Все, давайте увидимся через мгновение. Итак, переходим к завершающей части нашего сегодняшнего рисунка. И сейчас мы расставим акценты, темные места. В принципе, вот это мы уже не будем более-менее трогать. Единственное, что я вот все-таки допишу это несчастье, которое у нас случилось. Ну, такое маленькое. Неприятность размазанная. Это случается. Итак, теперь нам нужно красный и какой-нибудь темно-красный. И я, на самом деле, вот у меня есть темно-розовый и фиолетовый. Я сделаю такую красивую смесь. И мы расставляем уже акценты. Начнем, кстати, с вот этого
лепесточка, который у нас такой вот темненький. Один из самых темных. И так щедренько, сочненько. Можно еще вот фиолетового добавить. Хочется еще больше глубины. Я начала, кстати, с этого, чтобы потом еще черненьких точечек наставить, чтобы оно высохло к моменту того, как мы до него дойдем. И тут, в принципе, все. Вот единственное, что я хочу сделать небольшой переход вот здесь. Он здесь нужен, но я использую красный. Вот видите, я не водой, а прям цветом красным. Я это сделала, потому что иногда надо. Теперь такой я хочу немножко средний взять между этими оттенками. И все, теперь опять плотный. И вот здесь я опять залезла в нашу коробочку. Ничего. Здесь вот темным отделяем. Видите, какой он уже такой вот закрученный товарищ получается. Так, теперь сверху у нас, что у нас здесь? У нас здесь восходящая такая штука выгнутая, вот здесь. Видите, то есть можно мазками как бы показать, что он вот так вот раскрывается у нас. Здесь немножечко по контуру. Опять-таки отделяем то, что у нас вот завернулся. Так. Немножко больше. Тут прям здесь. Парочку прожилочек можем сделать. Вот здесь тоже достаточно темный, полосатый товарищ. Так, вот так. И еще у нас есть вот этот момент, он прям такой темненький. Я бы его тоже красным немножко развела. Вот так. Теперь мы можем, кстати, подступиться к вот этому контуру, потому что у нас здесь уже ничего нам не мешает. И еще чуть-чуть вот здесь я бы глубину немного дала. Совсем небольшую, но можно. Еще вот здесь хочу красного немного добавить, прям чистого красного. Он здесь необходим. Так. Что я здесь уже делала, но он пропал. Он посветлел, когда высох. Так, пока не трогаем, пока переходим к следующему. Надо немножко только еще намешать цвета. У нас уже использовался весь. Потому что у нас здесь, в принципе, темного это только вот здесь. Чуть-чуть у нас прям попочка. Зря я столько намешала, ну ладно. Так, вот сюда у нас уходит. И все равно здесь все. Вот этот цветок, он более такой прям акварельный. То есть здесь прожилки видны, здесь такое все более акварельное. Вот здесь я бы добавила тоже немножко. Когда пропадают эти контрасты, которые вам, казалось, вы нанесли, вы можете повторить. Ничего здесь страшного нету. Даже если вы решили, что вы будете одним цветом, можно тем же цветом еще немножечко бабахнуть. Потому что контраст это всегда красиво. За счет контрастов у нас и появляется объем. Вот я бы вот здесь тоже еще немножко добавила. Слегонца. Не успела здесь высохнуть, пока я рисовала. Ну да ладно. Вот еще красного я бы здесь на самом деле добавила. И вот здесь сейчас я везде добавлю еще красного. Просто он подсох и немного ушел погулять. Так. Можно, в принципе, и тут еще добавить немного. Но, в принципе, можно и так черного добавить. Единственное, что у меня чистого черного нет, поэтому я смешаю его из серого, ну, такого сине-серого и темно-коричневого. Нас вообще раньше учили, что нельзя вообще черный, никак ни в каком виде. На самом деле все можно, если это обосновано. А у нас в этом случае это обосновано.
вот здесь немножечко еще добавлю. Прям в попочку сюда цветочку. И вот здесь я хочу еще тоже немного добавить, отделить. Немножко они у нас слиплись друг с другом. Вот эта серединка с раскрытыми этими лепестками, они у нас немножечко слились воедино. Так немного лучше. В принципе, это все. Осталось моему рисунку просохнуть. Я на этом могу закончить. И вы можете закончить, наслаждаться вашими маками, красивыми, красными, насыщенными маками. Все, мои хорошие, надеюсь, вам понравился этот урок. Подписывайтесь, ставьте лайк и знайте о том, что каждую неделю выходит один урок по какой-либо технике. Пока что у нас акварель, но скоро нас ожидают и другие техники: гуашь, акрил и график. Все, пока-пока.